Привет-привет! Я по вам так соскучилась. Август получился, конечно, сложный месяц. У меня, по крайней мере, точно. Много всего навалилось, много всего случилось. И в основном оно такое, знаете, со знаком минус. Поделитесь, как у вас прошел месяц. Хорошая новость, сентябрь будет проще, легче, веселее. В этот раз я сделаю два видео, разделю 12 знаков по 6 каждое. К сожалению, поздно принялась уже, не получалось у меня никак дойти до гороскопов, поэтому так, дам вам главное направление, подсвечу важные даты, важные дни. Не забываем, что это только тенденции, общее направление для каждого знака зодиака. Что случится конкретно в вашей жизни, это очень индивидуально, зависит от вашей натальной карты, от контекста, от того, на каких энергиях вы живете, что вы за человек, чем вы занимаетесь, как, что, где. Много вопросов, поэтому рассматриваем гороскопы как подсказку. Я надеюсь, многие из вас уже успели отдохнуть, лето на исходе, отпуска обычно уже заканчиваются, а для тех, кто только собирается, напомню коротко про своего хорошего друга, про Лешу, человек, который круто организовывает яхтенные вылазки, путешествия по всей Европе, и в самое ближайшее время это Черногория, довольно бюджетный вариант, и Сицилия, Италия, если у вас есть виза или ВНЖ, или может вы живете где-то в Европе, или для вас просто не проблема прилететь на неделю и провести крутое, продуктивное, интересное время с новыми людьми. Оставляю вам всю информацию под роликом, как всегда, не забудьте сказать, что вы от меня. Будет подарок обязательно. И приступим! Весы, ваши тенденции на сентябрь 2023 года. У вас тоже уже начинаются дни рождения в конце месяца, с чем я вас, конечно же, поздравляю. Празднуйте, загадывайте желания и не удивляйтесь, если перед самым днем рождения будет упадок сил, будет ощущение себя как севшей батарейки. Это нормально. Если так вот символически, наш цикл, наш год персональный от дня рождения до дня рождения, он подходит к концу, заканчивается, соответственно, все, что мы могли, мы отдали уже уходящему году. И с наступлением дня рождения батареечка снова заряжена, и мы готовы идти в бой. Новые свершения, новые дела, новые люди, новые события. Помните об этом. Месяц сентябрь у нас позитивнее, чем август, проще, я очень надеюсь, по простой той причине, что и Венера, и Меркурий, личные важные планеты для каждого человека, перестают у нас ретроградить и становятся в прямое движение. По порядку. 4 сентября Венера в вашем 11 доме становится в прямое движение. Во-первых, это, конечно же, говорит о чем? Что наконец-таки можно менять себя, можно перекраивать, красить, стиль менять, увеличивать, уменьшать что-то себе. Все, что касается нашей внешности, внешних проявлений, стиля, цвета волос, красоты. Вообще Венера — это ваша покровительница, весы. И возможно, кстати, что вы себя чувствовали как-то не совсем уютно, все лето, вот этот период ретроградности, может, вам такая ретроградная Венера давала некую немножко, знаете, неуверенность или даже такую нелюбовь к себе, да, сомнения вообще в собственных внешних каких-то параметрах, что-то вам могло не нравиться в себе, запросто такое могло быть. Вот теперь у нас все налаживается, строим отношения, тратим деньги, меняем себя, ублажаем себя любимых покупками, процедурами какими-то, прекрасно. В 11 доме о чем нам может здесь это говорить? О результате каком-то, когда вас похвалят за что-то уже заранее проделанное, вам заплатят за что-то уже заранее проделанное, то есть здесь может быть такое, да, может быть какая-то симпатия, влюбленность, выросшая из круга каких-то единомышленников, друзей, да, людей, где вы общаетесь просто, но тут так получается, что раз и вы кого-то разглядели после ретроградной Венеры, ага, там, а мне вот нравится этот человек, да, и вы посмотрите на этого человека новыми глазами, такое тоже может здесь запросто быть.
Но не забываем, что до 15 сентября у нас еще ретроградит Меркурий, что тоже немаловажно и может нам вставлять палки в колеса. А вот 15 сентября в вашем 12-м доме гороскопа Меркурий становится прямым, и новолуние у вас там же в 12-м доме. 12-й дом у нас, конечно, не самый простой, интересный, многослойный. Что нам здесь может дать новолуние и прямой Меркурий вместе? Может быть, вы будете что-то узнавать из прошлого, в том числе 12-й дом у нас прошлое, либо в принципе какие-то, знаете, тайны, которые вы раньше не знали, не касались этого, и тут вам жизнь такую возможность предоставит, что-то выяснится может, да, Меркурий узнаем, новолуние новое, что-то, новый импульс, может вы освободитесь от чего-то, здесь тоже такое может быть, как сбросил с себя оковы прошлого, да, и стало что-то иначе, по-другому себя ощущаю. За граница, дальние земли, да, собираюсь эмигрировать, например, импульс появился новый, решение принято, Меркурий, начинаю узнавать про новую страну, куда ехать, как легализоваться, где работать, какие документы нужны, здесь такое тоже возможно. Разные места заключения такого вынужденного типа госпиталей, больниц, тюрем, монастырей в том числе. Здесь может быть, знаете, такая, допустим, необходимость лечь в больницу, да, и здесь мы выясняем это по новолунию, то есть нам врач говорит, вот знаете, вам бы надо там полежать неделю по какой-то причине в больнице, либо сделать операцию. Мы узнаем это, по Меркурию мы начинаем готовиться, собирать документы, бумаги, выяснять, а как, а что, а когда. Такое развитие событий тоже возможно. В общем-то, смотрите, что будет у вас. 24 сентября еще одно у нас комбо планет, у нас в этом месяце вот прямо они парами, да. Солнце заходит в ваш знак, это когда, собственно, начинаются дни рождения, 24 сентября в этом году у вас начинаются дни рождения. И туда же у нас Марс, он уже там находится, это у нас первый дом символически в вашем знаке. Здесь, конечно, прекрасное время активности, прекрасное время инициатив разных. Вообще это будет ваш месяц, и как водится, когда у какого-то знака его месяц, нужно максимально себя проявлять, максимально делать все для того, что вы хотите. Мечтать, действовать, просить, строить отношения, идти напролом куда-то. У Весы это не ваша история обычно идти напролом. Вы все-таки дипломаты, вы переговорщики, вы такие очень воспитанные люди, как правило. Вот в своем таком стиле здесь хорошо добиваться того, что вам нужно. Менять стиль прекрасно тоже. Здесь нам вот эта энергия, Солнце – это вдохновение, активность, заряд, такое творчество, позитив. И Марс – здоровая наглость, пробивная энергия, инициатива, такой задор, немножко такой, знаете, по головам, да. Вот это комбо, оно здесь дает, конечно, прекрасный заряд, если у вас есть какие-то планы менять работу, строить как-то активнее отношения, семью, заканчивать что-то, начинать что-то, давать импульсы, новый цикл в своей жизни. Вот прекрасное время с 24 сентября. А 29 сентября будет у нас полнолуние. Полнолуние будет в 7-м доме вашего гороскопа, отношения, супружество, брак, партнерские отношения по бизнесу в том числе, суды, в общем-то, тоже. Здесь может быть, знаете, как всегда по полнолунию, прояснение, высвечивание какой-то ситуации, понимание, ясность, да, что теперь мне понятно, что я хочу быть с этим человеком. Или вы встречались и поженились, и теперь мы муж и жена. Тоже вот такое понимание, мы семья, да. В общем-то, также можно и разойтись, да, что длился бракоразводный процесс какой-то, и вот вас развели, и все, и у вас понимание, что все, мы не вместе, мы в разводе, я в разводе там, да. То есть это все, что касается длительных отношений, такого любовного толка, либо брака особенно, да, и также судебные решения, в том числе здесь могут завершиться, и вам, допустим, выносят вердикт. Вот, решение по суду такое, да. Бизнес-партнерство, здесь тоже могут быть какие-то интересные выяснения отношений, результат, завершение цикла как итог, да, каких-то ваших предыдущих дел.
Вот такой вот коротко месяц сентябрь, начало осени, с наступающими днями рождениями вас, весы. Пусть этот месяц будет для вас гармоничным, продуктивным и ярким. Скорпионы, ваш сентябрь, ваши тенденции на сентябрь 2023 года. Сентябрь у нас намечается получше, полегче, попозитивнее, нежели август, который выдался довольно сложным месяцем. Поделитесь, как у вас прошел август. А все потому, что две важные планеты, Меркурий и Венера, у нас становятся в прямое движение, что, конечно, влияет на нашу обычную повседневную жизнь. Всегда, когда они ретроградят, да, все немножко так не получается, тормозится, какие-то недопонимания, неясности. Так вот, 4 сентября Венера, которая у нас ретроградила последнее время и, возможно, блокировала, замедляла темы финансов, отношений, любви, стиля, внешности, там у нас могли быть разные нюансы. Меня часто спрашивали, а можно ли то, а можно ли сё, вплоть до зубов, можно ли там ремонтировать, реставрировать. Если очень надо, всегда можно, но было нежелательно. Также крупные покупки. И вот теперь это все можно. Теперь это у нас все можно и покупать какие-то крупные вещи, и вкладываться, и тратиться. И у вас, Скорпиона, Венера встает в прямое движение в 10-м доме гороскопа. И вот если у вас в последнее время были какие-то непонятные ситуации с начальством, с работой, со статусом, с карьерой, с повышением зарплаты, должности, со сменой начальства, вы не понимали, да, что куда, либо там задерживали вам зарплату, задерживали премию, задерживали обещанное повышение, там, да, какие-то документы не доходили. Вот тут вот все у нас должно стать лучше, и после 4 сентября тут уже можно, во-первых, тратиться на крупные статусные вещи, потому что это тоже 10-й дом, чтобы вот, то есть покупки какие-то, которые показывают всем окружающим, посмотрите, я могу себе это позволить, да, тут для каждого свое, там, для кого-то новый костюм, а для кого-то и новая яхта, тут уж кому что, по карману и по статусу, но еще разного рода дела с начальством, да, когда вы понимаете, теперь вот это мой начальник, или мы с ним прояснили ситуацию, он меня понял, я его понял, мне все-таки дают там эту зарплату, эту должность, этот кабинет. Эти все вещи здесь станут проще и яснее. Еще, конечно же, по Венере в 10-м возможны смены статуса личного такого толка, но которые мы транслируем в социум. Это, конечно, замужество, разводы. Перестала ретроградить Венера, допустим, вы развелись, да, бракоразводный процесс шел все это время, мурыжил вас, вам было некомфортно, неуютно, долго, непонимание было, господи, когда же это закончится? Вот, оно закончилось, да, мы в разводе. Также может быть и наоборот, замужество, женитьба, опять же, допустим, вас мурыжили где-нибудь в ЗАГСе или еще что-нибудь, или у вас есть еще предыдущий муж, брак, и вас там не могли развести, чтобы выйти замуж заново. Ну, разные ситуации в жизни возможны. Все получилось, все, выхожу замуж, теперь вот я там, да, или смена фамилии туда же, собственно. Много здесь вариантов, но в любом случае на благо, потому что у нас уже будет все более гладко, лучше и проще. До 15 сентября при этом у нас ретроградит все еще Меркурий, который тоже может вставлять немножко палки в колеса, но 15 сентября Меркурий будет снова у нас в прямом движении в вашем 11-м доме гороскопа, и там же новолуние, такая двойная хорошая энергия по 11-му дому с 15 сентября. Это у нас и получение прибыли, и осуществление чего-то задуманного. Это когда мы планировали и такие наконец-таки поняли, как это сделать. Или план превратился в жизнь. Здесь такое тоже может быть. Либо вы придумали что-то и начали это. Здесь тоже зеленый свет для начинаний, особенно с людьми, когда вы хотели с каким-то новым коллективом что-то попробовать. Да, вот кто-то вам там что-нибудь реализует, ваши задумки,
творческие планы вы отдаете там на аутсорс, куда-нибудь, может, отдаете, чтобы кто-то вам делал какую-то работу, отличное время. Сами вливаетесь, становитесь частью коллектива какого-то, людей, да, новая группа, новое увлечение, новый рабочий коллектив, новые друзья, может быть. Тоже здесь вот все начинания хорошо, прекрасно. И, конечно же, тут хорошо по этому новолунию прописывать планы, планировать, думать, чего вы хотите, шаг за шагом. Это про все про это 11-й дом. Начинать блоги, потому что это соцсети 11-й дом. Начинать вести блоги, каналы, телеграммы, писать, все вот это вот прекрасно тоже. Здесь и Меркурий, речь, да, благоволит, и новолуние, новая энергия. 24 сентября солнышко входит в ваш 12-й дом гороскопа, и там же у нас Марс. Здесь интересная энергия, это очень такая, знаете, классная, позитивная, и она такая двойная, такое комбо, да, Солнце у нас вдохновение, яркость, тепло, активность, свет, а Марс это такая здоровая наглость, напор, физическая активность, достигаторство, и вот эта энергия вместе входит в 12-й дом. Что тут может быть? Ну, например, вы будете, может, активно возвращаться в прошлое, но так, знаете, с удовольствием. Куда-то поедете, вспомните прошлое, с кем-то встретитесь из прошлого, кто вам был приятен до этого, да, и будете много общаться, либо вместе что-то делать, станете Марс, да, делать что-то, Солнце радоваться этому воссоединению. Либо поедете туда, где вы были уже далеко, это тоже 12-й дом, дальние земли, куда-то вам будет очень классно и приятно вернуться, приехать снова. Или, в принципе, тут есть вариант переехать и наслаждаться этим. То есть при переезде это же масса разных новых дел, да, там легализация, квартира, работа, покупка квартиры, аренда, детей в сад, в школу, что, в общем, много дел. И тут вот, но это вас все будет радовать, знаете. Либо, может быть, просто будете взаимодействовать с прошлым, искать документы какие-то, да, там архивы какие-то, общаться с людьми из прошлого, дабы что-то выяснить, тайну какую-то, секрет какой-то копать, раскрывать. Тоже такое здесь может быть. Ну или еще, может быть, с удовольствием, так знаете, уединяться. Начиная от того, что уедете там в лес, на дачу, куда-то, заканчивая специализированные какие-нибудь учреждения, типа больницы, санатория, что-то такое, подлечить нервишки, тело, душу, и вам это тоже будет нравиться. И будете там активно, по четкому графику, расписанию выполнять все зарядки, диеты, медитации и все в этом духе. Такое тоже здесь может быть. А вот так... Ой... подождите, еще... Ну и 29 сентября у нас полнолуние в 6-м доме гороскопа у вас, скорпионы, то есть может быть какая-то проясненная ситуация, результат, завершение цикла какого-то по 6-му дому. Это у нас и здоровье, да, когда вам либо вынесут диагноз, либо вы вылечитесь, да, то есть у нас что-то завершится. Будет понимание, найдете своего врача, может быть, да, там, или сдадите все и поймете, что я здоров, ура, классно, наконец-то я понимаю, что со мной, да. Это и рабочая рутина, конечно же, это новые обязанности, новые сотрудники или старые сотрудники, кто-то уходит, да, допустим, кто-то вам портил жизнь на работе, и вот этот человек либо ушел, либо его ушли, его уволили, и вот облегчение наступило, понимание, что мне теперь хорошо. Либо вы, может быть, также перейдете на работу куда-то, фриланс в том числе. Тут разные тоже возможны варианты, но просто помните, что это темы здоровья, темы рутины, рабочих дел ежедневных, темы животных в том числе. Здесь тоже может быть какая-то ясность. Вот такой вот месяц сентябрь для вас, скорпионы. Наслаждайтесь началом осени, пусть будет она для вас продуктивной. Стрельцы, ваш сентябрь 2023 года у нас будет лучше, чем август для большинства из нас. А все потому, что у нас две важные для обычной повседневной нашей жизни, две личные планеты, Венера и Меркурий, перестают ретроградить и встают в прямое движение, что, конечно, облегчает многие сферы жизни. Ну, давайте обо всем по порядку.
4 августа Венера снова становится в прямое движение, и можно тратить деньги, начинать романы, знакомиться, взаимоотношения, работать активно со своей внешностью, переделывать что-то, колоть, отрезать, пришивать, откачивать, и все вот эти вот сложные манипуляции, дорогостоящие, важные покупки. Теперь у нас зеленый свет. Конкретно у вас, стрельцы, Венера будет в 9 доме гороскопа. И здесь, конечно же, что первое приходит на ум, это если у вас есть какие-то взаимоотношения с иностранцами, с иностранками. Вот тут вот может появиться какая-то ясность, дела пойдут легче, проще. Допустим, вы получаете какую-то визу, чтобы встретиться где-то вместе, или вообще вы уже жениться собираетесь, потому что Венера у нас покровительница любви, отношений здесь. И здесь, конечно, могут дела сдвинуться с мертвой точки. Если, допустим, вас мурыжили в посольстве, в визовом центре, отправляли куда-то, говорили, что нет, давайте еще что-то принесите, и так далее, и так далее. Вот здесь вот все может стать лучше гораздо. Возможно, какое-то, в принципе, интересное знакомство, знаете, с человеком, который поменяет ваше мировоззрение, ваш взгляд на что-то, потому что 9-й дом — это у нас, конечно, еще про ценности, про мировоззрение, про идеологию, про философию такую, про образование. Может, вы наконец-таки решитесь и оплатите себе дорогостоящее образование. Образование такое, знаете, выше высшего, да, магистратура, докторантура, повышение квалификации, вот что-то такое. Либо начнете сами публиковаться, тоже здесь вообще, либо вам придет гонорар уже за публикации ранее изданные по Венере, да, могут быть здесь такие истории. В общем, в любом случае это хорошо, поэтому живем. 15 сентября, при этом до 15 сентября у нас ретроградит Меркурий, который еще может нам палки в колеса как-то, знаете, вставлять, впихивать куда-то. И что хочу сказать, но 15 сентября он у нас тоже встает в прямое движение, и там же у нас новолуние в вашем 10 доме гороскопа, и это, конечно, прекрасно. Что тут может быть? Скорее всего, если у вас были какие-то сложности с повышением в работе, с повышением зарплаты, с начальством, да, недопонимания по Меркурию могли быть, не могли договориться, не слышали друг друга, не хотели вас слушать и так далее. Вот здесь вот все встанет в нормальное русло, а плюс еще новолуние может дать новый импульс, новую работу, новую должность, новый статус здесь. То есть и Меркурий, и новолуние — это такой новый старт, новая энергия, может новый начальник будет, который будет интересен для вас. Все, что касается карьеры, статуса, авторитета, положения в обществе, иерархии, бизнеса в том числе. Вот здесь вот хорошее время что-то начинать, что-то может начаться, подписывать договора, выяснять, да, копать информацию, знакомиться, общаться. Вот тут вот все это просто прекрасно. 24 сентября Солнце входит в ваш 11-й дом, и там уже находится Марс. Такое, знаете, комбо двух энергий. Что-то вы будете такое делать. Солнце — это у нас, конечно, позитив, тепло, яркость, вдохновение, инициатива, такое стремление, да. Марс — это у нас тоже инициатива, но такая уже пробивная, когда я здоровая наглость, когда я беру то, что мне надо. То есть Солнце нас зажгло, а Марс нам дает доделать, дает взять то, что мы хотим. И вот эта энергия хорошая, такая яркая, достигаторство, успеха в какой-то степени у вас в 11 доме. Где-то вы будете явно в каких-то коллективах, может что-то вещать, рассказывать, учить чему-то, может быть, вы, стрельцы, любите рассказать, да, что-то новенькое, интересное, либо вступите в какой-то коллектив единомышленников, в котором вам будет интересно, вы будете прям глаза гореть будете, а давайте так, а давайте так, а давайте вот так. Мечты, планы, здесь тоже можно все
все реализовывать, прибыль какую-то свою брать, забирать, получать в том числе. Социальные сети прекрасно, у вас тут прям может быть, знаете, такой скачок, расцвет вели, если вы или начинаете вести, или уже начали, но много вы будете прям сил на это тратить, на продвижение, на собственное, да, там на блогерство, например, на канал, на съемки, на выступления, на общение, на переписки, может быть, и вот, ну, вам это нравится будет, понимаете, это вот такая энергия, она вдохновляет, она радует. Смотрите, что у вас будет, стрельцы. И 29 сентября полнолуние в 5-м доме гороскопа у вас, стрельцы. Это, конечно же, про какое-то завершение, понимание, ясность чего-то в жизни, высвечивание, да, когда нам становится ясно про что-то, про какую-то ситуацию. 5-й дом у нас мой любимый дом, вообще в основном про все позитивное. Это все радости жизни на самом деле. Это и отдых, это и отпуск, и влюбленность, и романтика, и страсть, это и дети в том числе, это и бизнес, и собственный бренд, я, да, как бренд, я как человек, я как бизнес, это и творчество, и вдохновение, вот по всем этим фронтам что-то тут у вас может быть понятно, ясно, может быть там, я не знаю, отношения какие-то. Ну, такие отношения, знаете, романы, такие курортные романы, конфетно-букетные ухаживания. Либо получат продолжение, либо закончатся, вы скажете, мне это не надо, да. Дела детей какие-то тоже здесь могут сказать, вот, все. Ребенок учится в этой школе, например, или в этом классе, или вот все, вот он изучает вот это. И, ну, мало ли, да, контекст у каждого в жизни разный, в общем, дети тут в том числе. И какие-то дела, касаемые ресторанного бизнеса, отельного, отпускного, игрового бизнеса, игры какие-то, вот это вот все, здесь тоже может быть более четкое, конкретное понимание ситуации. Вот такой вот сентябрь, если коротко, стрельцы. Наслаждайтесь началом осени, пусть у вас все получается. Козероги, ваш сентябрь 2023 года, начало осени, и жизнь становится чуточку проще, чуточку легче, потому что две важные планеты, которые у нас ретроградили и вносили свои коррективы и палки в колеса в нашу повседневную жизнь, важные сферы каждодневной жизни, встают в прямое движение наконец-таки и идут своим чередом без ретроградности, что, конечно, вносит вообще какую-то легкость, порядок в дела, но обо всем по порядку. 4 сентября Венера у нас, планета, которая отвечает за внешность, за финансы, за красоту, за любовь, за отношения, наконец-таки встает опять в прямое движение, и можно снова все и тратить, и делать себе разные инъекции, операции, и с отношениями все как-то попроще, возможно, будет, если тормозилось или было много непонятных ситуаций, вы не понимали вообще, почему так происходит и почему мы так друг друга обижаем или ведем себя странным образом, все встанет в нормальное русло. У вас, козероги, конкретно 4 сентября Венера становится в прямое движение в 8-м доме гороскопа. Это, конечно, прежде всего такой финансовый дом, но и дом кризисов, да, дом разных трансформационных состояний. Как здесь это может проиграться в плюс? Конечно, прежде всего про деньги. Если мы говорим про финансы, чему покровительствует Венера, возможно, вам отдадут долг. Да, не могли отдать, человек оттягивал, например, говорил, сейчас, завтра, сейчас вот нет возможности, потом. И тут он вам звонит и говорит, все, я готов, у меня есть деньги. Возможно, одобрят кредит, возможно, там задолжали вам квартиранты, вы сдаете недвижимость, квартиру, что-то такое, да, когда деньги немного не совсем вами заработанные, они либо пассивный доход, либо кредитование, банковские деньги, какие-то дивиденды за что-то. Вот тут вот может все пойти хорошо, и, собственно, можно, и если хотите, если вам нужно, да, запрашивать кредиты, ипотеки и все в этом духе, оформлять наследство и так далее, и так далее.
По любовным делам, по 8-му дому, это скорее, знаете, сексуальные партнеры, с которыми у вас может какой-то роман, взаимоотношения. Тоже отношения могут либо перейти на новый уровень, либо наоборот вы поймете, что все, с меня хватит, мне это не нужно, да, то есть вот эта катавасия кончилась, качели вот эти эмоциональные, люблю, не люблю, хочу, не хочу, надо, не надо. И такое может быть освобождение в том числе. В общем, в любом случае можно мириться, можно тратиться, можно вкладываться во все, в свою внешность, менять ее стиль, там физически что-то. В любом случае во благо. Но до 15 сентября у нас еще ретроградит Меркурий, который тоже может немного нам давать такие палки в колеса. Но 15 сентября он у нас прекратит свою ретроградность, и вместе с новолунием, двойная энергия, энергия новолуния и прямого Меркурия, окажется в вашем 9-м доме гороскопа. Что тут может быть? Прекрасный дом, глубокий, разносторонний, разный. Меркурий у нас прекратил ретроградность, и плюс новолуние. Может быть, начиная от знакомства с интересным человеком, который окажет на вас влияние, такой, знаете, духовный гуру, наставник, эксперт какой-то, и у вас вы прям вот по Меркурию, да, будете что-то новое узнавать, учиться чему-то у него. По новолунию это новый импульс будет. Может, кстати, начнете учиться чему-то. Это у нас образование по 9-му, но такое, знаете, серьезное, то есть магистратура, докторантура, повышение квалификаций, заграничное образование в том числе, заграничные контакты, рабочие, личные, здесь тоже документы такие, как ВНЖ, ПМЖ, гражданство, вот тут вот какие-то дела могут такие, знаете, в плюс сложиться, что-то пойдет опять, стояло, допустим, стопорилось, не могли, не получалось, тут даст ход, им вообще зеленый свет, небо даст, и новолуние что-то новое может начаться, либо импульс какой-то, энергия новая, и плюс Меркурий тоже прекрасно подаваться на документы, оформлять, подписывать, знакомиться с полезными людьми. Разные идеологии, философии, вера, религия, здесь у нас тоже может что-то быть по этим темам. 24 сентября Солнышко входит в ваш 10-й дом гороскопа, и там у нас уже прибывает Марс. Но это, козероги, прям отличная вообще ваша стихия. Почему? Потому что это такое двойное комбо двух классных энергий. Смотрите, Солнце в 10-й дом входит, это, конечно, захочется достижений, статуса, карьеры, авторитета. Прям рвем вот так, вдохновляемся, нас это вот зажигает, да, вот это вот достижение чего-то, новый уровень, может быть, новое начальство, либо вас повышают. Марс здесь дает активность, инициативность, силу, такую, знаете, наглость хорошую. И вот эта комбо энергии двух, Марс плюс Солнце, зажигаю, сделаю, супер, в 10-м доме может принести хорошие плоды. Это и начинать бизнес-проекты какие-то крупные, это и просить о повышении, и зарплату себе как-то тоже повышать, и знакомиться с интересными, авторитетными новыми людьми, и начинать самому какие-то проекты рабочие, покупать какие-то статусные вещи, повышать свой авторитет вот в иерархии, в рабочей, да, или в бизнес-иерархии. В общем, будет много сил, будет много энергии, запала, достижений и результата. Ну и 29 сентября у нас месяц заканчивается полнолунием. Полнолуние в 4-м доме гороскопа у вас, козероги. Это, конечно, все, что касается семьи, дома, родины, родителей, в частности, мамы, папы. Полнолуние здесь, ну, что-то завершится, что-то выяснится, что-то станет ясным, понятным, какой-то, возможно, будет результат. Тут, конечно, от контекста вашей жизни, начиная хоть от того, что вы наконец-таки, например, выбрали квартиру или дом, хотели купить или арендовать, переехать, до ремонта, закончился ремонт, переезжаем наконец-таки, да, вызывали к себе родителей, маму, папу, приехали, или хотели к ним поехать, поехали,
к ним. Какие-то домашние дела завершились, что-то стало понятно, да. Ну, много вариантов, сценариев разных, да, но помним, что это тема недвижимости, дома, семьи, родни, корней, родителей, родины, патриотизма такого, знаете, переезда даже. Вот это вот все здесь вот что-то может вам жизнь показать, и будет более понятно это. Вот такой вот сентябрь в целом, дорогие козероги, начало осени, начало рабочего учебного сезона. Наслаждайтесь, и пусть у вас все получается. Водолеи, ваш сентябрь 2023, у меня свистит ветер, как будто уже январь, не сентябрь. Ваш сентябрь будет легче, проще, позитивнее, я надеюсь, как и у всех у нас, потому что в прямое движение входят Венера и Меркурий, планеты, которые на самом деле на ежедневном уровне вносят много нам вообще каких-то проблем, проволочек, палки в колеса, когда они ретроградят. Обо всем по порядку. 4 сентября та самая ретроградная Венера становится в прямое движение в вашем 7-м доме гороскопа, просто вот там, где ее и ждали. Потому что Венера у нас отвечает как раз-таки за отношения, за любовь в какой-то степени, за финансы в том числе. И что нам здесь может дать такое положение? Конечно же, если были сложности с партнером, с мужем, с женой, последние пару месяцев, то я надеюсь, что все наладится, станет проще, понятней. Может быть, вы в ссоре с кем-то. Это касается и близких друзей, и супругов, и партнеров по бизнесу, и вообще близких людей, кто вот нас окружает, с кем мы в каких-то близких, доверительных, партнерских отношениях. Хорошее время мириться, выяснять отношения со знаком плюс опять, да, проговорить, что кого беспокоит. Романтика, если это говорить о личных отношениях, будет, скорее всего, гораздо проще, легче, как-то, знаете, свободней, больше любви, больше романтики, больше приятных дней, приятного времяпровождения. Хорошее время для заключения разных сделок с бизнес-партнерами, как раз-таки обсуждать деньги, да, планировать прибыль, обсуждать, кто что делает в этих отношениях, стартовать. Должно все идти проще. Может быть, получать деньги от какого-то уже партнерства. В общем, все, что касается людей, партнерства, отношений, судов в том числе, на финансовые темы может что-то у вас сдвинется и пойдет гораздо легче. Но до 15 сентября не забываем, что еще ретроградит Меркурий, который тоже может нам немного мешать местами. А вот 15 сентября и Меркурий входит в прямое движение, и там же у вас, водолеи, новолуние в 8-м доме гороскопа. Интересное время, интересный дом, 8-й дом, как всегда, многослойный, разный. Он у нас и про большие деньги, но, как правило, чужие, которые либо вы получаете от банка, от инвестиций вас, от наследства, от каких-то дивидендов, аренды, то есть не напрямую заработали, когда вас содержит кто-то, в том числе тоже. Так вот, по всем этим делам здесь что-то тоже ускорится, станет понятней. Может, вы подавались в банк на ипотеку, а их не устраивал набор ваших документов, просили эту бумажку, ту бумажку, вот этот документ, тот, абсолютно по ретроградному Меркурию история. И вот тут вот ретроградность прекращается, и как по маслу пошло, да. Плюс еще новолуние, то есть можно начинать как раз-таки подавать на кредиты, на ипотеки. Может, кто-то вас начнет содержать, может, кто-то и оставит наследство вам, например, да, и будет какой-то передел документов, и вы поймете, что в вашу пользу оставили какие-то деньги, да, какую-то финансовую помощь, страховки, да, там мат капитала, вот эти государственные деньги, они у нас тоже оттуда. Еще, конечно, здесь 8-й дом, это у нас дом сексуальных партнеров, сексуальных опытов каких-то, дом трансформаций, кризисов.
таких вот сложных состояний. Здесь может быть ясность какая-то, да, но либо вы встретите какого-то нового сексуального партнера и приобретете какой-то фантастический новый опыт. Так тоже может быть. 24 сентября Марс и Солнце, две планеты, такое комбо двух классных энергий в вашем 9 доме гороскопа. Марс там уже находился, да, и туда присоединяется солнышко, и это получается такая классная парная достигаторская энергия вдохновения, успеха, порыва такого прекрасного в 9 доме. Что это может быть? Может, вы едете учиться куда-то, или вы преподаватель. Это, знаете, какое образование? Это не школьное, это либо университетское, либо еще выше, да, там докторантура, магистратура. И, как правило, если еще и сопряжена с заграницей по 9 дому, то вообще идеально. Либо вы преподаватель, либо вы эксперт, либо вы гуру и начинаете читать лекции. Конечно, вас это радует, вам нравится. Вы тратите на это много сил, энергии, так вот, знаете, свое место отстаиваете в этой области, но вам это нравится с удовольствием. Это вот такая энергия. Либо вы, в принципе, куда-то за границу едете, активно изучаете что-то, познаете мир, вдохновляетесь этим и, допустим, по мотивам этого пишите книгу, пишите картины, меняются ваши ценности, меняются ваши взгляды, какая-то идея в голову приходит, как надо сделать то или иное дело, тот или иной проект. То есть это такое вдохновение вкупе с физической и не только энергией, с инициативой, когда не лень, когда много вот заряда внутреннего. Это и за границей, это и обучение, это и все тонкие вещи типа смысла жизни, философии, религии, идеологии. Кого-то встретили, и человек вас просто так зарядил. Это может быть мужчина по Марсу, да, какой-то мужчина, который произведет на вас колоссальное впечатление, перевернет ваш мир или поменяет ваши ценности. Это вот такая энергия нового начала и активного передела внутреннего, да, вот своих каких-то внутренних настроек. Смотрите, Водолей, что у вас будет. Я думаю, что вам не чужда такая энергия. 29 сентября месяц заканчивается полнолунием. Полнолуние у вас в 3-м доме гороскопа. Это, конечно же, все про общение, тоже про обучение. У вас прям все вот про людей, про обучение, Водолей, весь месяц. То ли вы преподаете, то ли вас обучают, ну вот что-то все вокруг этого. Полнолуние в 3-м доме гороскопа, конечно, это и про родственников каких-то не очень близких, и про соседей, и про коллег, и про одноклассников, однокурсников, с кем вы учитесь, вообще кто вот постоянно, такая тусовка, которая вокруг, которая знакомые, да, мы их называем знакомые. Вот тут что-то может проясниться, либо вы о ком-то что-то можете узнать, либо поговорить с кем-то и прояснить ваши отношения. Все темы касательно автомобилей. Может, вы продадите автомобиль, вот он результат, да, ясность, понимание, все, продал. Нет больше у меня автомобиля, или покупаю новый. Курсы вождения, вообще все курсы, вебинары, семинары, командировки. Тоже, может, вы вернетесь из какой-то длительной командировки, она у вас закончится. Либо отправитесь в командировку, и тоже у вас начнется новый какой-то цикл. Но вообще полнолуние это про обычно завершение, про ясность, про понимание, про высвечивание. Вот теперь вот так. Вот, так что здесь может быть много сценариев, смотрите, что у вас будет. Вот такой вот месяц сентябрь у нас. Я желаю вам отличного начала осени, наслаждайтесь, пусть месяц будет продуктивным. Рыбки, дорогие, привет! Что нас с вами ждет в сентябре? Сентябрь совершенно точно, вот сразу вам говорю, будет проще, чем август, просто по планетарным событиям. И слава богу, мне показалось, что август был крайне сложным месяцем. И, насколько я знаю, он либо был сложным, как у меня, например, либо все было на паузе, потому что все ретроградит, ничего не движется. Напишите, как у вас было. Ну а 4 сентября уже перестает у нас ретроградить Венера. Венера ответственная за финансы, за отношения. Если что-то тормозилось, было неясно, непонятно. Очень многие меня спрашивали, можно ли лечить зубы, можно ли колоть ботокс, можно ли делать то, сё, 5-10. Можно.
Теперь можно и покупать дорогостоящие вещи, типа недвижимости, автомобилей, можно и что-то экспериментировать со своей внешностью. У нас, у рыб, Венера перестанет ретроградить в 6-м доме гороскопа, и это прежде всего, конечно, я надеюсь, будет лучше со здоровьем. У меня, например, за предыдущие 1,5 месяца 2 раза сломалась коронка новая, уже 2, я вам как-то рассказывала там в другом видео про 1, она дважды, понимаете, вот шок, да, как коронка вообще может сломаться. Нет, я ничего такого не ем, но она ломается, надламывается, трескается. Пожалуйста. Я надеюсь, что будет как-то получше. Дела, касаемые здоровья, да, врачей, медицины, что если здесь были непонятные, невнятные, может, какие-то диагнозы, переплатили, недоплатили, вы обманули вас, еще что-то такое, все будет как-то ровнее. Рабочие дела, рутинные разные обязанности наши, да, тоже здесь, может, не знали, какого сотрудника взять, не знали там, какая будет зарплата у вас или ему какую назначить. Какие-то, вот все, что касается финансов здесь, ну, может, здесь, конечно, и какие-то симпатии на работе, тоже там рабочие романы какие-то на работе, была неясность, тоже, скорее всего, все прояснится и будет яснее. Но до 15 сентября не забываем, что у нас еще ретроградит Венера, которая способна, конечно, нам тоже палки в колеса такие неплохие вставлять. А вот 15 сентября и Меркурий перестает у нас ретроградить, и новолуние происходит все это вместе в нашем 7-м доме гороскопа. И это, конечно, интересно. 7-й дом у нас отношений супружеских прежде всего, ну и вообще партнерских, да, если это даже гражданский брак, но человек нам близок, у нас есть совместные обязательства и перед друг другом, и перед банком, там, обществом, еще кем-то, чем-то. Вот эти отношения, они все тоже по 7-му дому. Будет больше взаимопонимания наверняка, меньше ссор, возможно, каких-то нелепых, странных ситуаций, когда кто-то что-то забыл, не то ляпнул, не то сказал. Плюс еще новолуние здесь, конечно, дает вот этот поток новой энергии, нового импульса, возможно, и новые бизнес-партнерства. Это не только личные отношения, это и люди, с которыми вы строите бизнес, ваши ближайшие помощники, сотрудники, правая рука, там, администратор, кто у вас есть, я не знаю, либо ближайшие какие-то коллеги, но с которыми вы в связке работаете, тоже здесь друзья, тоже здесь может быть, либо новое знакомство, да, Меркурий может познакомить с кем-то, плюс новолуние даст эту энергию новизны какой-то, интересное новое знакомство, интересное новое партнерство, но либо новый виток в старых отношениях. В общем, после 15 числа, 16, 18 вообще, вот знаете, можно все, как говорится, и Венера не ретроградит, и Меркурий не ретроградит. Ой, заживем, наконец-таки. 24 сентября Солнце входит в 8-й дом гороскопа, и там же у нас Марс уже. Интересная энергия, то есть это такое, знаете, достигаторское комбо двух энергий, Солнце и Марс. Солнце дает нам импульс, вдохновение, желание жить, творить, греть, светить. Марс у нас дает нам импульс достигать, инициировать, брать свое, бороться за это. И такой получается прям, знаете, такой боец-борец такой получается человек. И все это в 8-м доме гороскопа. Это, конечно, прежде всего про чужие деньги. Может, я не знаю, вы будете бороться за наследство, например, вот такая энергия, когда оставляют, но не очевидно, да, либо вы будете активно решать какой-то кризис, вовлекаться, какую-то ситуацию такую, знаете, разруливать успешно очень, потому что это тоже кризисные ситуации, смерть в том числе по 8-му дому, то есть что-то, но, понимаете, эта энергия Солнца, это все равно плюс, это позитив, это когда я от этого получаю удовольствие такое, поэтому, скорее всего, здесь все со знаком плюс.
Может быть, будут давать ипотеку, кредиты, страховку, выплачивать какие-то еще дивиденды там, да, либо, может быть, прекрасный какой-нибудь сексуальный опыт, какой-то роман у вас будет, в который вы, соответственно, потому что есть Марс, может быть, это мужчина, да, встретить мужчину, с которым будет какой-нибудь потрясающий сексуальный опыт. Вы, соответственно, в этом во всем по Марсу, да, тратите массу энергии, сил там, по Солнцу зажигаетесь, радуетесь, вас это заводит, вдохновляет и так далее. То есть интересная здесь энергия, но она в любом случае ее как бы не пропустить. Хорошее такое комбо нужно использовать. А 29 сентября у нас будет полнолуние во втором доме гороскопа. Опять же, денежный дом у нас с вами, рыбки, прям 2-8, ось денег и чужих, и своих. Но полнолуние во втором доме это больше про наши деньги. И полнолуние это некое завершение, такой результат, высвечивание, понимание, откуда ноги растут и куда двигаться дальше, да. И здесь что может быть? Либо закончится какой-то источник дохода, либо наоборот мы обсуждали несколько месяцев, и вот или месяцы, и по полнолунию утвердили. Вот теперь еще есть вот такой источник дохода, теперь еще отсюда деньги приходят, да. Это и про самооценку, кстати, про ресурс, про внутренний я, то есть в чем-то можно укрепиться здесь в какой-то мысли, стать сильнее, например, стать увереннее в себе, да, что-то этому поспособствует. В общем, в целом это, конечно, больше про деньги. Может, вам кто-то долг отдаст. Такое здесь тоже, как по полнолунию, завершение может быть. Поэтому смотрите, что будет про деньги в районе 29 сентября. В целом, вот такой вот месяц сентябрь, первый месяц осени, рыбки. Я желаю нам с вами, чтобы он прошел гармонично, продуктивно и без лишней нервотрепки. Обнимаю вас и до нового видео. Пока-пока.